Всем привет, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня мы продолжаем вещать про мою Audi A4. Те, кто первый раз на канале, коротко. В декабре 2022 года машина куплена. И это проект насчет этого автомобиля, сколько довести до ума его стоит. Купить машину купили, и сколько в нее было вложено денег, я считаю, все вплоть до рубля. Сколько за техосмотр я отдал, что я в ней менял, что как делал, сколько затрат пошло на эту машину. Мне самому это интересно, сколько в итоге выйдет это все. Конечно, какие-то затраты можно исключить, учитывая мой фанатизм, но все равно вся статья расходов считается. И я говорил, что в апреле мы будем делать кузов. Но вот он апрель, пришло время. И в этом деле мне поможет человек, который этим давно занимается. Зовут его Серега. Серега, заходи. И чтобы не быть тут уже голословным, не выдумывать, пусть он сам про себя все расскажет. Да, здорово, Давай. Парни, здорово, девушки. Кто меня знает, всем привет, всем пис. Кто не знает, приятно познакомиться, рад присутствовать на Ромчика канале. Мы действительно давно общаемся уже. Уже года полтора-два, можно сказать, да, да, можно сказать, что мы уже дружим, не побоюсь этого слова. И он меня в конечном итоге попросил позаниматься с его тачкой, так как я занимаюсь кузовным ремонтом. Я, кто не знает, занимаюсь проектами по автомобилям. Сейчас у меня два проекта основных. Это по Галанту 8, по Audi A6 C4. Больше всего я занимаюсь сейчас ими. Но помимо этого, конечно, мы делаем что-то еще извне. Вот сегодня, собственно, именно этот Мы и момент. собрались, как говорится. Но зрители нас могут знать и по инсте. Те, кто давно смотрит, подписаны на инсту. Так что подписывайтесь на инсту Сереги, на мою. Серегин канал, все будет в описании. Ссылка на его канал будет в описании. Так что, кому интересно, реально, кузовные работы. Ну, по сути, он реставрацией занимается. Ну, до реставрации мне еще, честно говоря, далеко, но к этому я стремлюсь. Не, ну, учитывая состояние машин, вот, которые мимо проезжают. Ну, реставрация, это полностью разбери до винтика, каждый винтик восстанови. Вот но учитывая наш колхозный тюнинг, колхозный, латками ну, да, переваренный, да. заводское состояние — это уже реставрация. Ну да, можно. В наших условиях. Да. Ну что, поехали по косякам машины. Значит, первое, капот. Я думаю, всем будет прекрасно видно. Я специально машину на мойку загнал. Сразу могу сказать, что здесь может быть и насквозь, потому что очень сильный волдырь, и может быть изнутри уже тоже пошла ржавчинка, это тоже неприятный момент, но будем смотреть уже более подробно, когда разберем машину. Дальше крылья. Ну, левое — это, конечно, убожество. Здесь было поменьше, вот за зиму, вот было вот столько, за зиму вот пошло дальше цвести. Поэтому такие вещи надо сразу устранять. Ну, как обычно, наши суперсоли делают свое дело. Такие суперсоли, уже какие-то реагенты сыплют, блин, удобрения, не могу понять, что. Сидит, Вот да. эта херня тоже начала разрастаться. Да, и здесь тоже вот такие здесь достаточно по жести сильные пошло. волдыри. Тоже может быть дырочка, но здесь, скорее всего, можно будет восстановить. Если будут даже дырочки, подварим, и будет все чики-пуки. Ну, вот и ниже также. Да, и крылья — это расходный материал, скажем так. Как и бампер, в принципе. Да. Дальше. Низ двери водительская, вот. И с Также с этой тоже. стороны. Самые такие неприятные моменты, оно еще Но там всегда крепится внизу на такие молдинга, да, специальные, скажем так, прячется, защелки, вставки, и там тоже по-любому будет Ну, ржавчина, тоже начала поэтому, разрастаться за эту зиму. да, тут счищать по-любому до металла, возможно, даже пескоструить придется. Дальше задняя левая дверь. Самый неприятный нюанс — это вот над дверной ручкой. Ну, с одной стороны неприятный, а с другой стороны тут еще мелочь. Очень легко, я думаю, Ну да, чистится. вот этой вещи, Главное ручку вот этой снять вещи не полностью. было. Вот здесь вот что пошло. Но самое неприятное то, что вот здесь низ, да, так же, как и там, но не так критично. А в остальном дверь вообще целка. Да. Но вот только эти два Стандартные нюанса. моменты под молдингами и под ручками. Стандартно. Ну, арка задняя, левая сторона, поэтому вот здесь еще не Арку так. заднюю, я так понимаю, ты хочешь и обработать потом? По-нормальному, да, конечно. Да, потому что там внутри тоже будет ржавчина, скорее всего. Немало. Но она пошла и здесь вот тоже рыжня пробивается. Да. На крышке багажника тоже здесь рыжня повылезала. Но нюанс. Крышка багажника меня не интересует, потому что у меня уже в гараже есть. Я сразу уже купил. Подвернулась по хорошей цене, в лучшем состоянии, чем моя. По хорошей цене? Тебе подвернулась вообще по идеальной цене. Я охренел, когда узнал. Ну да, 40 рублей — это 15 долларов. Это вообще, блин, они стоили на тот момент. Для такой машины. Для такой машины. На тот момент они стоили, я заходил на наши все сайты белорусские, где все это продается, 80, 90, 100 рублей. И 80, 90, 100 это без заднего стекла. Я купил со стеклом, заводским, все, его не отклеивали.
Ну шикарная С цена. надписью на немецком языке. Да, Это тоже ну мы это вам приятный покажем. бонус. Приехала крышка багажника, тоже 2-литрового дизеля. Здесь по заводу есть отверстие для спойлера. Вот спойлер здесь стоял. Ну, скорее всего, мы их заварим и все. Состояние клевое, она не ржавая по швам. Все отлично с ней. Состояние у нее хорошее, нет никаких серьезных косяков, как на моей. Правая сторона покрасивее, конечно, здесь все чисто, но уже Единственное, вот что здесь вот пузыри по низу. начинаются, вот здесь по низу тоже. Вот после этой зимы тоже пошло, было чисто. Правая дверь, здесь красавица, здесь вот по низу рыжня есть. И вот здесь в этом месте вылезла. При покупке здесь этого не было. Да, тут За тоже зиму жучки вылезли. есть под низом, тоже у нас есть жучки. По правой двери вот здесь уже Но начинает по факту пузыриться. правая сторона в 1000 раз лучше, конечно, чем левая. Но левая всегда хуже. Поэтому машине сейчас уже получается 17-18 лет в этом диапазоне. Это он, короче, И- оправдываться начинает, ребят. Я не оправдываюсь, я в прошлых видео не говорил об этом. Поэтому, да, год выпуска я, кстати, не назвал. Сентябрь 5-го года. Все, что мы видим, результат половой жизни этого автомобиля. За все эти 17-18 лет. Ну что скажешь? Я скажу, что Хирург. работа есть. И работа не маленькая, особенно по крыльям и по дверям. Но, в принципе, это больше одна сторона. По крыльям и две стороны, да, а вот по дверям Но одна задачу сторона. я тебе уже облегчил. Крышку багажника надо только перекрасить. Ну да. Все. Но только ее перекрашивать с двух сторон надо. Не, ну с внутренней я даже и не знаю. Красить ее, не красить. Я думаю, что надо, тогда будет все по фэншую. Ну да, с одной стороны Мой красиво, перфекционист всё не будет. даст тебе поставить крышку другого цвета, хоть и с одной стороны. Посмотрим, кто из нас больше перфекционист. А вот, но самая главная покупка, которую вы узнаете потом, это под днищу. Что я купил, многие, может, догадались, кто в инсту подписан, знает. Это узнаете потом. Промежуточный итог по ходу владения. 3,5, почти 4 месяца владения автомобилем. Пробег 3,5 тысячи. Не ее пробег, а мой пробег на ней. 3,5 тысячи. Претензий нету. Единственное, сейчас на днях косяк произошел. Выходил из машины, хрустнул тросик водительской двери, ручки, но он стоит 20 рублей, а неудобств на 200. Первая поломка. Второй недостаток то, что произошел глюк крышки багажника, открывается только с ключа, хотя было видео, где я менял подсветку номера вместе с ручкой. Черт знает, что произошло, может сам закис разъем, не знаю, буду смотреть. Все равно будем мы с Серегой переставлять крышку багажника, поэтому я не заморачивался, потому что суть проблемы несколько дней. Она все равно сейчас поедет к нему в гараж, и где он будет заниматься там параллельно. Я буду приезжать, эти нюансы устранять. Так что поехали. Итак, ребятки, машинка полностью разобрана. Для вас это смена кадра, для нас целых 3 дня работы. Честно говоря, мы думали, что состояние тачки немножко получше, но по итогу имеем совсем другую картину. Стой. Что? А продолжение будет в следующем видео. Спасибо, ребята, всем, кто смотрит. Счастливо. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.